Привет, друзья! Сегодня в Германии и вокруг нее разворачиваются события, которые могут повлиять на экономику и на безопасность страны. Почему Зёдер требует урезать бюргергельд и расходы на климат? Что скрывается за перехватом разведчика над Балтийским морем? Почему интеграция мигрантов снова под вопросом, а политики спорят о будущем пенсий? Что случилось на заводе Тесла под Берлином и как это связано с безопасностью? Зачем зеленые заговорили о колониальных выплатах и почему немецкие порты требуют миллиарды из оборонного бюджета? А еще я разберу падение экспорта из Германии в Соединенные Штаты Америки, новый проект по хранению СО2 под морем и неожиданные идеи для рынка труда. Все эти короткие новости для вас в одном выпуске. Подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые разборы каждый день. И давайте начнем. Итак, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер категорически отверг идею повышения налогов, назвав ее старой концепцией социалистического сундука. Он подчеркнул, что действующий коалиционный договор запрещает любые налоговые надбавки. Вместо этого Зёдер призвал сократить траты, особенно на социальные выплаты. Он подчеркнул, что сейчас не время вводить новые налоги, экономика испытывает давление из-за инфляции и внешних торговых вызовов. Поэтому приоритет на снижение расходов. Первоочередной на сокращение кандидат назвал бюргергельд. Это система социальной поддержки, затраты на которую превышают 50 миллиардов евро и постоянно растут. Кроме того, Зёдер предложил урезать расходы на климатические стимулы. Сказал, что часть затрат на тепловые насосы может быть сокращена вдвое. Он также призвал пересмотреть средства на развитие и иностранную помощь, особенно если принимающие страны отказываются сотрудничать относительно возвращения своих граждан. А дальше еще интереснее. Над немецким морем НАТО подняло в воздух два немецких истребителя. Их миссия – идентифицировать самолет-разведчик Ил-20М, движущийся без радиосвязи и подтверждения кодов. Перехват состоялся в международном воздушном пространстве. Напрямую нарушение границы не зафиксировано. Это уже 10-й подобный случай со стороны немецких ВВС в этом году, что свидетельствует о высоконапряженной ситуации в регионе. Эксперты связывают участившиеся инциденты с возрастающим разведывательными действиями и обеспокоенностью по поводу возможных нарушений безопасности. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность в Германии. Немецкие политики и эксперты выражают обеспокоенность тем, что огромные усилия по интеграции остаются недооцененными. Тысячи людей, готовых работать и вносить вклад, остаются вне рынка труда. Новая идея – это использовать механизм, похожий на студенческие кредиты. Люди, которые быстро находят работу и проходят языковой тест, получают поддержку в виде беспроцентного займа, часть которого может быть прощена. А успешный школьный выпуск их детей обернулся бы дополнительной скидкой. Такой подход мог бы мотивировать семьи активнее включаться в рынок труда. Критики называют это альтернативой обычным выплатам, когда деньги не просто выдаются, а превращаются в инвестицию, если человек действительно работает. Акцентируют внимание на нескольких ключевых барьерах, которые тормозят интеграцию. Это немецкие языковые курсы проходят слишком медленно, а признание иностранных дипломов отнимает месяцы. Также рабочие разрешения часто задерживаются бюрократией, и многие компетентные женщины остаются дома из-за отсутствия детских садов. Особенно остро ощущается на местах, где шансы найти работу нередко зависят от языка и поддержки. Глава одного региона подытожил, цитата: «Мы теряем потенциал. Люди хотят работать, но систему приходится ускорить и рассчитать от ненужных перепон». То есть речь идет не о новых деньгах, а о разумной перестройке механизма, чтобы тот, кто готов внести свой вклад, мог это сделать быстрее и эффективнее. А теперь важная новость в Германии. В здании, где проходят батарейные блоки, на заводе Тесла вблизи Берлина произошел пожар. Несколько сотен литий-ионных элементов упали с контейнера через шахту с первого этажа вниз и загорелись. В результате производство временно приостановили, помещение эвакуировали, на место выехали пожарные, в тушении участвовали специальные подразделения. Всего пострадали 512 аккумуляторных ячеек, это около 2/3 от целого пакета на один автомобиль. Повреждения ограничились лишь этим участком, никто не пострадал, угрозы окружающей среде не было. Спасательные воды не попали в почву, они распространились внутри помещения, а затем были собраны и вывезены на очистку. Правоохранители и Тесла начали расследование обстоятельств инцидента. Заводская работа пока заморожена, но в других секциях производства продолжается. И это еще не все. Представитель партии «Зеленых» Клаудио Рот предложила начать дискуссию
о возможных выплатах бывшим немецким колониям. Речь идет о признании исторических событий, которые связаны с колониальным прошлым. Напомню, что ранее Рот участвовал в возвращении бенинских бронз. Это художественных предметов, которые находятся в музее Германии, обратно в Нигерию. Она назвала это важным культурным шагом. Теперь Рот считает, что следует говорить не только о культурных ценностях, но и о других формах признания. Она подчеркнула, что вопрос требует внимательного обсуждения и согласованных решений. Окончательных решений по этому вопросу пока нет, и тема находится на стадии обсуждения. А теперь новости о реформах, которые хочет внедрить правительство канцлера Фридриха Мерца. В Германии снова обсуждают будущее пенсионной системы. Опрос показал, что большинство людей понимают, перемены неизбежны. Например, 84% уверены, что пенсионный возраст будет повышен, но только 23% готовы с этим смириться. Похожая ситуация с размерами пенсий. 78% считают, что выплаты в будущем уменьшатся, а лишь 7% говорят, что это приемлемо. То есть люди понимают, что система не выдержит без изменений, но почти никто не хочет уступать. Эксперты объясняют это просто. Все хотят сохранить то, что есть сейчас, даже если это приведет к проблемам в будущем. При этом политики тоже не спешат с реформами. Ни канцлер Фридрих Мерц, ни глава социал-демократов Бернт Бас не предлагают серьезных решений. Пока все стараются отложить трудный разговор. И еще новости финансов и обороны Германии. Представители немецких морских портов обращаются к министру обороны Борису Писториусу с просьбой о выделении денег из оборонного бюджета. Причина – это горячая проблема инфраструктуры. Износ набережных, дефицит мощных грузовых площадок и плохое железнодорожное сообщение. Портовая ассоциация оценила требуемые расходы в примерно, внимание, 3 миллиарда евро, которые необходимы, чтобы подготовить порты к потенциальным кризисам или военным ситуациям. Эти объекты считаются логистической опорой в условиях мобилизации и одновременно первым, которые могут пострадать в случае нападения. Общий спрос на модернизацию инфраструктуры морских портов достигает 15 миллиардов евро. Это включает капитальный ремонт причалов, создание тяжелых площадок для перевозки крупногабаритных грузов и дополнительные меры безопасности, включая защиту от кибератак и других угроз. Ассоциация предлагает концепцию двойного назначения, dual use, когда средства используются как в гражданских, так и в оборонных целях. Порты подготовили письмо с просьбой еще в июле, копии отправлены руководителям инфраструктурных ведомств. Теперь решение зависит от федерального правительства, есть ли готовность рассмотреть эти инвестиции в рамках оборонной стратегии и современных вызовов. А дальше будет интересно. Норвегия официально запустила проект под названием «Северное сияние». Это система, которая собирает выбросы СО2, сжимает их, транспортирует и прячет под морским дном. Технология работает так. Углекислый газ из промышленных предприятий сначала превращается в жидкое состояние, затем отправляют по морю на терминал у побережья, а потом по трубопроводу подают на глубину около 2,6 километра под поверхностью моря, где он остается в безопасном хранилище. Первую партию газа предоставил цементный завод в городе Бревик. Система построена в рамках госпрограммы Longship и является частью усилий по сокращению выбросов в труднодоступных секторах промышленности. В этом году мощности рассчитаны на прием примерно 1,5 миллиона тонн СО2. В будущем этот объем могут увеличить до 5 миллионов тонн в год. Проект реализовали сразу несколько крупных игроков, таких как Shell, Total Energies. Они инвестировали в разработку и эксплуатацию системы хранения. И еще у меня есть одна новость об экономике Германии. Национальное статистическое ведомство Германии сообщило, что в первой половине 2025 года профицит внешней торговли с Соединенными Штатами Америки значительно уменьшился. По итогам 6 месяцев экспорт товаров в США превышал импорт на 30,2 миллиарда евро. Но это на 12,8% меньше, чем в тот же период годом ранее. Также данные за май показали существенное падение экспорта в Соединенные Штаты Америки. Снижение составило 7,7%, что стало одним из самых значительных месячных спадов в последние годы. Эксперты связывают такой спад с введенными американской стороной пошлинами, которые делают товары из Германии дороже и менее конкурентоспособными на рынке Соединенных Штатов Америки. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо.